Ничто так не заставит тебя чувствовать себя стильным, элегантным и уверенным, как подходящий костюм. Однако тебе нужно следовать нескольким правилам и убедиться, что ты не допускаешь грубых ошибок, которые я часто замечаю у мужчин. Поэтому сегодня я составил список из 10 самых частых ошибок при носке костюма. И, конечно же, я расскажу тебе, как их исправить, чтобы ты мог выглядеть и чувствовать себя потрясающе. С тобой Александр Самсонов, и в своих видео я рассказываю, как мужчине стильно одеться и выглядеть безупречно, чтобы чувствовать себя уверенно, больше зарабатывать и привлекать женщин. Ставь лайк, жми кнопку подписаться, и мы начинаем. Ошибка номер 1. Носить умные часы с костюмом. Носить Apple Watch с костюмом – это не очень хорошая идея. С повседневным или спортивным образом Apple Watch смотрится хорошо, особенно если они на кожаном или металлическом ремешке. Но они не выглядят элегантно и будут выделяться на фоне костюма, потому что костюмы – это вещь вне времени. В качестве аксессуара к ним нужно что-то такое же не стареющее. Если тебе необходимы именно умные часы, обрати внимание на модели, которые похожи по внешнему виду на классические часы с круглым циферблатом. Но если у тебя есть обычные классические часы, лучше надень их вместо смарт-часов. Вот так ты будешь выглядеть потрясающе. Ошибка номер 2. Носить слишком много аксессуаров. Запомни, мой друг, когда ты надеваешь костюм, ты создаешь строгий стильный образ, который вне времени. Не лучшая идея надеть с костюмом 6-7 колец, браслетов и цепочек. Я вижу кучу парней в социальных сетях, которые расстегивают рубашку на 3 пуговицы, надевают несколько громоздких цепей и плюс еще несколько колец. Но это так неуместно смотрится с костюмом. Это не означает, что тебе нельзя надевать аксессуары. На самом деле, я думаю, что это отличная идея, но сведи их к минимуму. Конечно же, надень часы. Это главный мужской аксессуар. Добавь ремень и очки. Можешь еще надеть максимум пару колец, но, пожалуйста, не переборщи. Ведь в этом вся фишка. В этом вопросе не нужно сходить с ума. Просто соблюдай баланс. Ошибка номер 3 состоит в том, что ты думаешь, что всегда должен носить рубашку и галстук с костюмом, но это совсем не так. Я не говорю, что ты не должен носить костюм с рубашкой и галстуком. Это нерушимая классика. Но я хочу, чтобы ты знал, что это не единственный верный вариант. Здесь вполне возможно позволить себе поэкспериментировать. Можно и даже нужно. Не все любят галстуки, и это нормально. Лично я их терпеть не могу. В них некомфортно шее, сложнее поворачивать голову. Поэтому первый вариант – это рубашка без галстука или с бабочкой вместо него. Второй вариант, мой любимый, это водолазка. На мой взгляд, водолазки удобны, они уютны, но они по-прежнему выглядят элегантно и нарядно. Так почему бы не поэкспериментировать? Также ты можешь попробовать надеть базовую футболку, если у тебя повседневный костюм. Но выбирать футболку нужно правильно. Это не должна быть твоя старая растянутая футболка с V-образным вырезом. Выбери что-то потолще, более роскошное, что выглядит безупречно в своем образе. Попробуй эти варианты, когда захочешь надеть костюм в следующий раз. Если ты хочешь стильно одеться без долгих поездок по магазинам, тебе нужен подбор индивидуального образа с личным стилистом в магазине «Я эгоист». Вместо продавца-консультанта тебя оденет профессиональный стилист, который подберет тебе несколько готовых образов на выбор под твои пожелания и бюджет. В одном месте всего за 30 минут. Тебе не нужно ездить по торговым центрам и искать все вещи по отдельности. Просто примерь образы от стилиста, убедись в качестве одежды и можешь сразу приобрести один или несколько образов, которые тебе понравились. Это в 10 раз быстрее, чем ездить по разным магазинам в поисках одежды. И в 5 раз выгоднее, потому что стилист подберет взаимозаменяемый гардероб. Ты сэкономишь деньги, потому что купишь меньше одежды, из которой получишь больше образов за счет того, что все вещи комбинируются друг с другом. У нас в наличии более 600 готовых комплектов одежды, от среднего ценового сегмента до премиальных брендов из Италии и Германии, которых нет в других магазинах города. Если ты в Москве, запишись к стилисту и приезжай в магазин «Я эгоист» в центре города. Если нет, стилист подберет тебе готовый образ онлайн и отправит посылку с вещами в любую точку мира. Стилист подберет одежду по размеру и цвету, который скроет недостатки фигуры, если они есть, и подчеркнет достоинства. Благодаря этому ты будешь выглядеть безупречно на работе и в личной жизни, на мероприятии и на свидании, потратив всего лишь 30 минут. Без утомительных поездок по магазинам и самостоятельного поиска одежды. Даже если ты не разбираешься, как правильно сочетать вещи. Прямо сейчас нажми на ссылку под этим видео и пройди бесплатный тест, чтобы узнать стоимость образа от стилиста с учетом твоих пожеланий, получить скидку 30% на первую покупку и мужской парфюм в подарок.
пока действует акция. И, вероятно, самая частая ошибка, которую я замечаю у мужчин, это ошибка номер 4. Не отдавать свой костюм в ателье. Самое важное в костюме это то, как он сидит на тебе. И он должен сидеть идеально по фигуре. Безумно важна правильная длина рукава, посадка и длина брюк. Я одел много мужчин и скажу по своему опыту, если у тебя стандартная фигура, то иногда можно обойтись и без ателье. Но часто костюм будет идеально сидеть на тебе только после того, как ты отнесешь его к портному и попросишь подправить несколько моментов индивидуально под тебя. Это совсем недорогая процедура, но после нее костюм будет сидеть как сшитый на заказ. Поэтому, если ты сомневался, то сейчас самое время отнести свой костюм в ателье. Ты скажешь мне спасибо за этот совет, когда получишь кучу комплиментов о том, как классно ты выглядишь в этом костюме. Кстати, напиши в комментариях, отдаешь ли ты свою одежду в ателье или нет. Хочу понять, сколько среди нас таких мужчин. Ошибка номер 5. Не удалять ручные швы. Я говорю про стежки ткани на карманах или заднем разрезе пиджака. Я вижу так много мужчин, которые забывают их отрезать. В основном потому, что они боятся, что каким-то образом это испортит их костюм. Но эти нитки внутри пиджаков и брюк обязательно нужно срезать. Это никак не повредит костюму. Все, что здесь нужно тебе сделать, это взять ножницы и отрезать их. Ошибка номер 6. Неподходящий кошелек. Друзья, если вы собираетесь надеть костюм, убедитесь, что вы берете с собой красивый кошелек. Вытащить кошелек на липучке или затертое портмоне, когда ты в костюме, это одна из худших ошибок, которую ты можешь совершить. Они просто не сочетаются друг с другом. Что бы я рекомендовал, это хороший кожаный кошелек или карт-холдер. В идеале это что-то тонкое. Такой кошелек не будет громоздким в кармане пиджака. Или ты можешь просто положить его в задний карман брюк, и он не будет выпирать, что тебе определенно не нужно. Тебе нужно что-то классическое, что-то, что не будет смущать тебя, когда ты достанешь его, чтобы расплатиться на свидании или на важной встрече. Где бы ты ни находился, карт-холдеры на самом деле отлично смотрятся с костюмами. Они маленькие, они вписываются прямо в твои карманы и они вмещают все, что тебе нужно, не добавляя объема к твоей фигуре. Ошибка номер 7. Застегивать нижнюю пуговицу пиджака. Пиджаки с 3 пуговицами довольно распространены, но последние несколько лет пиджаки делают с 2 пуговицами. Но вне зависимости от этого, друзья, вы никогда не должны застегивать нижнюю пуговицу. Конечно, когда ты стоишь, ты можешь застегнуть верхнюю пуговицу, если захочешь. Но когда ты соберешься сесть, то лучше расстегнуть все пуговицы, чтобы чувствовать себя комфортно. Помимо комфорта, это будет выглядеть гораздо лучше, потому что пиджак не будет собираться в складки. Ошибка номер 8. Забывать отрезать бирку с названием бренда. Это очень похоже на ошибку с ручными швами. Но эта ошибка, на мой взгляд, еще более серьезная, и я в шоке от того, как много парней забывают срезать бирку с названием или логотипом бренда. И приходят так на мероприятие. Они ходят с бирками на рукавах, на брюках или в других местах. И это выглядит просто смешно. Перед тем, как надеть костюм, проверь его на наличие бирок и отрежь их все, окей? Ты же не хочешь, чтобы такая мелочь испортила весь твой образ. Номер 9. Покупать модный костюм. Я много раз говорил тебе, что между модой и стилем есть огромная разница. Пойми, то, что сейчас в тренде, будет выглядеть нелепо буквально через пару сезонов. Так что я советую тебе не совершать ошибку и вместо этого покупать костюм, который будет выглядеть круто в любое время. Не нужно равняться на звезд на красной дорожке, которые надевают безумные костюмы ярких цветов со странным принтом или фасоном. Да, возможно, в какой-то момент это будет классно выглядеть, но такой трендовый костюм ты не сможешь надеть больше 2 раз. Так что если ты собираешься покупать костюм, выбери классику. Начни с черного, темно-синего или серого. Как только в твоем гардеробе будет такой костюм, позже можно будет поэкспериментировать. Например, выбрать коричневый, бордовый, светло-серый, оливковый и так далее. Ошибка номер 10. Галстук с нагрудным платком одинакового цвета. Нет необходимости следить за тем, чтобы галстук с нагрудным платком были одного цвета. Главное, чтобы они сочетались друг с другом. Но определенно держись подальше от странных узоров, потому что тогда это начинает выглядеть странно и слишком вычурно. Я надеюсь, ты внимательно посмотрел это видео и точно не совершишь эти 10 ошибок, когда в следующий раз наденешь костюм. Носить умные часы, носить слишком много аксессуаров, надевать под костюм только рубашку с галстуком, не носить костюм в ателье, не убирать ручные швы, брать с собой неподходящий кошелек, застегивать нижнюю пуговицу пиджака, забывать отрезать бирку с названием бренда, покупать модный костюм, выбирать галстук и нагрудный платок одного цвета. Поставь лайк, ведь только что ты узнал, какие ошибки нельзя совершать, когда ты надеваешь костюм. Напиши в комментариях, какие ошибки с костюмом ты замечал у себя или знакомых.
Пиши в комментариях, давай обсудим, мне реально интересно. А самое главное, поделись этим видео с друзьями, чтобы они тоже узнали об этих ошибках и никогда их не совершали. Отправь ее своим друзьям, коллегам, знакомым и родственникам. В общем, всем, кому оно может быть полезно. Поверь мне, они скажут тебе спасибо за это. И прямо сейчас нажми на кнопку подписаться и колокольчик, чтобы не пропускать мои видео о том, как стильно одеться и стать мужчиной, которого хотят женщины. Если ты хочешь стильно одеться уже сегодня, нажми на ссылку под этим видео и пройди бесплатный тест, чтобы узнать стоимость образа от стилиста под твои пожелания, получить скидку 30% на первую покупку и мужской парфюм в подарок, пока действует акция. Ну что ж, у меня все на сегодня. Нажми на одно из видео, которое видишь сейчас на экране, оно поможет тебе узнать про стиль, много нового и очень полезные фишки. С тобой был Александр Самсонов, всем стиль, до встречи в следующем видео.